холодный осенний вечер над небом Нью-Хейвена висели серые облака. Сквозь стеклянные стены пентхауса Натан Бейли, один из самых богатых людей города, смотрел на дождь. Все, чего можно было достичь – власть, деньги, признание – давно стало для него привычным. Только сердце было пустым. 2 года назад авария лишила его дочь Эмили возможности ходить. 7-летняя девочка с тихими глазами и хрупкой улыбкой теперь жила в коляске. Врачи говорили, что надежды нет. «Папа, а почему хорошие люди страдают?» – спросила она однажды. Натан не нашел слов. В тот вечер он решил прогуляться с ней по осеннему парку. Листья кружились под ветром, скамейки были пусты. Эмили, укутанная в плед, наблюдала за утками у пруда. Вдруг потянула отца за руку. «Смотри, мальчик кормит птичек». На скамейке сидел худой мальчишка лет 10. На нем поношенная куртка, грязные руки, но глаза светились теплом. Он улыбнулся Эмили и протянул ей кусочек хлеба. «Хочешь попробовать? Они не боятся, если делиться». Эмили засмеялась. Натан стоял рядом, растерянный. Он, человек с миллиардами на счетах, впервые видел такую простую доброту, бескорыстную, чистую. Мальчик представился. «Меня зовут Лео». «А я Эмили», — ответила она. Когда они уходили, девочка спросила: «Папа, можно мы вернемся завтра?» На следующий день они вернулись. Лео снова был там, с яблоком, которое, видимо, достал где-то по дороге. Он поделился им, рассказал, что живет в подвале старого дома. Мама умерла, отец исчез, а он справляется как может. Натан слушал и чувствовал, как в груди просыпается стыд. Он построил небоскребы, но не замечал людей под ними. Через день он поручил помощнику узнать все о мальчике. Леонард Миллер, 10 лет. Сирота. Сбежал из приюта, где его били. Живет на улицах. Натан не стал ждать. Вечером он пришел в парк сам. «Лео, пойдем с нами. Это не подачка. Просто ужин с друзьями». Мальчик колебался, но согласился. За столом в ресторане он ел осторожно, изредка поднимая взгляд. Эмили смеялась, показывая, как держать вилку. В этот момент Натан понял. Впервые за долгие годы ему по-настоящему хорошо. Позже, когда Лео слег с пневмонией, Натан отвез его в лучшую клинику. Сидя рядом, он слышал слабый шепот мальчика. «Почему вы помогаете мне?» «Потому что ты напомнил мне, что значит быть человеком». Через несколько месяцев Лео стал жить у них. Эмили пошла на поправку, а Натан создал фонд помощи бездомным детям. Прошли годы. На свадьбе Эмили, уже взрослый и здоровый, Лео, теперь врач, произнес тост. «Когда-то я дал кусок хлеба ребенку, а получил семью». Натан улыбнулся, сдерживая слезы. Иногда один добрый поступок сильнее 1000 состояний. Он способен вернуть веру даже тем, кто давно ее потерял.